различных демографических параметров блогеров и более тонкое распознавание интересов за счет применения наших алгоритмов. Сейчас мы пропустили вот эту фотографию через наш алгоритм распознавания объектов и лиц. И, как видите, мы видим сейчас следующие параметры. То, что данного объекта, у данной девушки определилось то, что это женщина, то, что ей 30 лет, что у нее нет очков, и присутствует макияж на глазах и губах. Также у нее определилось цвет волос как рыжий, что соответствует действительности. Данный алгоритм разделен на два параметра. То есть первый параметр — это определение лица и всей информации, которую можно взять с лица. А второй параметр — это определение объектов на фото. То есть сейчас наш алгоритм распознал с вероятностью 91%, то, что женщина стоит у зеркала, позирует на камеру. И далее перечислены объекты, такие как женщина, персона, внутри помещения, стекло, ну и различные параметры, которые вы здесь можете увидеть. Они отсортированы по релевантности, то есть под конец уже идут объекты с намного меньшим предикшеном. Данная технология является одной из передовых на рынке. То есть мы замеряли на тестах с решениями от уже Google Cloud, Amazon, IBM. Результаты тестов показывают, что мы на таком же уровне сейчас, как такие компании. Так, давайте для примера посмотрим еще другой пост от этого же блогера. Здесь 5 девушек, которые позируют на камеру. Так, чуть-чуть подождем, пока наш сервер даст ответ. Так, как видите, определилось 5 персон. У каждой определился возраст, также прически, наличие очков и мейкап. То есть, как видите, чисто даже визуально это соответствует действительности, даже судя по возрасту. Ну и судя по цвету волос, что у девушек нет очков, по полу, ну и по мейкапу. Наш искусственный интеллект распознал то, что здесь стоит группа человек, позирующих на камеру, что тоже соответствует действительности. На первых местах, например, в качестве объектов здесь указано, что это персоны. На фоне здания, здесь действительно здание, что они позируют, это группа людей. Ну и дальше, как я объяснял, идет по релевантности. То есть на последний параметр уже можно даже не смотреть, потому что тут искусственный интеллект просто видит какие-то возможные объекты, но с очень маленьким предикшеном. Давайте посмотрим пост без лиц, просто с объектами. Прям как
в такой ситуации реагирует наш искусственный интеллект. Так, ну тут что нас показывает? То, что у нас стол, бумага, еда, вумен, возможно, хотя здесь реально женщина, судя по отметке по руке. Ну и остальные параметры, которые тоже, в принципе, соответствуют действительности, как вы видите. Так, а сейчас мы, получается, посмотрим отчет по данному блогеру демографический. То есть, что мы в этом отчете показываем? Мы показываем важнейшую демографическую информацию, также информацию о аудитории блогера. То есть это очень важно при проведении рекламной кампании.